Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами Борис Марцинкевич. И сегодня у нас в гостях Андрей Александрович Конопляник, доктор экономических наук. И сегодняшняя тема, мы так поразмышляли, начнем с чего-нибудь совсем глобального, цели устойчивого развития. Приняты они в свое время были Организацией Объединенных Наций, это не какая-то придумка отдельно взятых журналистов, но подается она нам в последнее время как-то крайне своеобразно. В этом списке 17 пунктов, начиная с первого, борьба с бедностью, на седьмом месте... С нищетой. Борьба с нищетой даже. На седьмом месте доступ к современной, доступной энергии. И только на 13-м пункте нечто, связанное с борьбой с изменениями климата. Именно так, борьба с изменениями климата. Там нет ни слова ни про зеленую энергетику, ни про некую декарбонизацию. То есть вот ООН рассматривает так. И у Андрея Александровича есть свой взгляд на то, что такое бедность, чем она в 21 веке обусловлена и что нужно сделать, чтобы ее все-таки побороть. Понятно. Ну, заход у вас был на цели устойчивого развития, да, а дальше, значит, был бедность. Я тогда в этой последовательности и начну. Я действительно считаю, что сегодня в глобальных СМИ, в научных кругах и в государственной политике, которая формируется странами глобального Запада, да, на первое место выдвигается то, что в целях устойчивого развития первостепенным является, вы это уже отметили, это борьба за климат. И в силу этого это уже первое искажение системы приоритетов. Второе. В борьбе за климат ответственной за все назначена энергетика, шире топливно-энергетический комплекс, еще шире. А та энергетика, на основе которой сегодня, в общем-то, зиждется все экономическое развитие, то есть освоение ресурсов минерального сырья, органическое топливо, ископаемое топливо, то, где находится углерод, он же карбон. Отсюда средством борьбы за, значит, сохранение климата или против изменения климата назначена борьба за уменьшение выбросов СО2, виновными назначены отрасли традиционной энергетики, которые работают на ископаемом топливе, то есть которые используют то топливо, где есть углерод, да, он же карбон. Отсюда введен термин декарбонизация как инструмент за решение, значит, проблемы номер 13 или достижение цели устойчивого развития номер 13, что постепенно вот такую систему некоторых искажений, с моей точки зрения, значит, приводит к тому, что альтернатива, значит, энергетики на ископаемом топливе, которая сегодня в балансе там, занимает там, 85% в глобальном балансе первичной энергии, да, вот, и одночасье, естественно, понятно, эту долю не уменьшить, но сказано, что ей должна, значит, на смену прийти возобновляемая энергетика. В первую очередь те, значит, направления ее развития, которые достигли, ну, определенного, скажем, прогресса, да, это солнечная, ветровая. Сюда же, так сказать, по умолчанию добавляется гидро, которая является возобновляемой, да, но она уже сегодня есть у нас в энергобалансах, поэтому ей уделяется меньше внимания, но акцент делается на солнечно-ветровую и на новые различные виды возобновляемой энергетики, которые, некоторые из них носят несколько экзотический характер, потому что они даже не вышли за, так сказать, стадию академических изысканий, то есть не вышли на стадию, значит, научно-исследовательских опытно-практических работ в своем практическом применении. То есть где-то там, может быть, есть некие пилотные образцы, но до коммерциализации их, соответственно, еще, значит, шагать целый год — это в лучшем случае, как пелось в известной песне, на самом деле много-много лет. Что я имею в виду? Да, есть такие известные вещи, как приливная электроэнергетика, у нас даже были на Кольском полуострове, соответственно, и на Камчатке, там определенные, соответственно, значит, демонстрационные образцы, есть волновая, там энергия морских течений. Геотермальная. Да, но это, естественно, геотермальная, да, которая у нас уже, естественно, есть, температурный градиент океанов, то есть
внимание все уделяется борьбе за сохранение климата или за не повышение температуры выше, сначала было 2 в Парижском соглашении, теперь после готовится, которое было не в 2016 году, а в 2018 году уже жестко стоит цель 1,5 градуса. Вот цель удержать, соответственно, повышение температуры в этих пределах, да, в основном предполагается достигать за счет вот этих вот новых направлений развития той возобновляемой энергетики, которая сегодня находится на очень сильно ранних стадиях неокр. То есть там... Есть же еще такое волшебное слово, как разноцветный водород. Ну да, про водород, да, я тоже как бы здесь не сказал, да, причем из водородов, опять-таки, есть водород благородный, а есть водород неблагородный. Вот к благородному водороду относится только так называемый зеленый, введена даже цветовая такая гамма, да. Зеленый — это тот водород, который получен методом электролиза воды с использованием электроэнергии возобновляемых источников энергии. Только так, а никак иначе. А все остальное, соответственно, это, значит, получистый или полугрязный, да, например, из природного газа водород, полученный методом, соответственно, мне крутится, естественно, пиролиз метана, не пиролиз, традиционный метод получения водорода, подскажите сегодня, вот выскочило слово. Выскочила начисто. Паровой реформинг метана, при котором образуется СО2, именно поэтому он не хорош. Есть технологии, так называемые CCS, которая на Западе подается Carbon Capture Storage, то есть улавливание значит, углерода, и слово storage переводится как хранение. А на самом деле речь идет о улавливании и, во-первых, не углерода, а СО2, да, и не хранение, что storage, а sequestration, то есть захоронение. И это очередная подмена понятия, то есть это работает чисто так называемое окно Авертона, когда немножко поменяются понятия. Для людей, которые имеют экономическое образование или представление, разница между словами хранение и захоронение должна быть понятна. Потому что захоронение — это путь в один конец. Хранение — это вы туда и можете взять обратно. Значит, процесс хранения может быть частью бизнеса, частью инвестиционного хранения, когда затраты, да, у вас не списываются, а затраты могут быть возмещены. Потому что, извлекая сохраненный углерод, да, не углерод, извините, СО2, вы можете запустить потом его в другие производственные процессы. Если же вы, соответственно, идете по пути захоронения его, то, что происходит, например, сейчас, множество рекламируемых проектов, там, фирмы Equinor там, и так далее в Северном море, хотя там тоже есть некоторые, соответственно, движения назад, да, но идея была захуранивать его на больших глубинах, где под воздействием высокой температуры, да, и большого давления он минерализуется, да, и все, обратной дороги нет. То есть вот эта вот система нескольких передержек, да, которая делает значит, вот эту цель устойчивого развития в глазах не очень образованной общественности, да, вполне себе достижимым мероприятием, и акценты все, соответственно, сюда. И это на самом деле очень дорогостоящее мероприятие, которое по силам может быть, при всех его, соответственно, издержках, да, только той высокоразвитой части нашего человечества, тому золотому миллиарду, да, которые обладают достаточно большими душевыми доходами и так далее и тому подобное. Но это дает, соответственно, новый дополнительный импульс развитию именно их экономик, да, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но вся другая часть за пределами глобального миллиарда, да, для которой, как вы совершенно верно сказали, в целях устойчивого развития для них главным является борьба с нищетой, цель устойчивого развития номер 1, да, борьба с голодом, цель устойчивого развития номер 2. И дальше там чистая вода, санитария и прочее, прочее, прочее. Вот эти первые, да, можно посмотреть до 7-го даже вот этого цели устойчивого развития, да, все вот эти вещи, они с помощью возобновляемых источников энергии не решаются, потому что, ну, у вас вот только что был, значит, господин Гашов в эфире, да, который в своей замечательной книжке, которая была издана 1,5 года назад, ну, книг на самом деле много на эту тему, да, но я просто ссылаюсь на человека, который был у вас здесь, очень хорошо они показали, да, недиспетчеризируемость возобновляемых источников энергии, да, потому что есть график нагрузки, да, то есть кривая спроса на электроэнергию, да, и ветер, и солнце, да, они этому графику не следуют, они следуют там сезонным своим, так сказать, циклам, да. Ветер дует тогда, когда хочет, когда может, да, не тогда, когда нужна электрическая нагрузка, а солнце светит тоже, соответственно, да. Поэтому до тех пор, пока у нас нет рентабельных, крупномасштабных возможностей по хранению электрической энергии, да, вот эти проблемы мы не решим.
То есть это нужно развивать еще одну промышленность, которая необходимость создания которой вытекает из следования по пути, который навязывается нам коллективным Западом, я буду использовать этот термин, да, потом перейдем к глобальному югу, да, коллективным Западом на пути развития возобновляемых источников энергии как доминантного пути развития энергетики. То есть убиение, значит, фактически энергетики на органическом топливе одна из причин, потому что все ресурсы, как потенциальные, так и разведанные, так и доказанные извлекаемые запасы, то есть и те, которые потенциально есть в недрах, и об этом говорит академическая наука, и те, которые мы можем технически извлечь с помощью тех технологий, которые у нас сегодня имеются, или тех технологий, которые у нас находятся на выходе, да, то есть технически, так сказать, извлекаемые ресурсы, которые превращаются уже в технически извлекаемые запасы, но они могут быть нерентабельны сегодня, да, и включая доказанно извлекаемые запасы, то есть это часть только тех запасов, которые мы можем, то есть о наличии которых мы твердо знаем, которые мы можем извлечь существующими технологиями и которые мы можем извлечь рентабельно. Так вот, значительная часть, я бы сказал, большая часть, абсолютная большая часть этих запасов, доказанных извлекаемых, технически извлекаемых и потенциальных ресурсов, она сосредоточена в недрах стран за пределами того самого миллиарда. Да, естественно, есть Соединенные Штаты, там, соответственно, есть Штаты и Канада, естественно, Северная Америка, да, там эти ресурсы есть Австралия, но, скажем, там Япония, Европа, там остальные, так сказать, они этими ресурсами обладают. То есть все они находятся за пределами этих стран. Поэтому это может давать одно из объяснений, да, почему акцент делается на возобновляемые источники энергии. Позволю себе напомнить, вывод из этой совместной работы была 3 профессоров Московского энергетического института. На основании климатически зависимой энергетики невозможно построение базовых отраслей экономики, которые, собственно говоря, и обеспечивают развитие. Машиностроение, металлургия, все это находится, вот если во главу угла мы ставим возобновляемые источники энергии, там привязанный к ним какой-то зеленый водород, то этих отраслей не будет никогда. Соответственно, те страны, которые сейчас занесены в раздел развивающиеся, они в этом разделе будут находиться всегда. Если не заняться формированием того самого пункта номер 7, доступная современная энергетика. На возобновляемое вы не получите химическую промышленность, вы не получите обрабатывающую промышленность. Все, что у вас какая-то возможность будет, это на некие сервисные услуги. Туризм, вот что-то там. И не более того. Вы абсолютно правы, да, потому что я бы сослался на книжку Гашо, я не договорил, соответственно, что там было еще показано. Значит, помимо режимных вещей, о которых я успел сказать, там было очень хорошо показано, что не хватит ресурсов Земли для того, чтобы разместить все те самые солнечные панели, да, которые при сегодняшнем своем очень низком коэффициенте полезного действия, да, требуют очень большой площади для того, чтобы получить выход той электрической энергии, да, которая несопоставима, да, с тем выходом электрической энергии с единицы площади, которую дает традиционная энергетика. Да. Не хватит ресурсов воды, потому что для того, чтобы работали электролизеры, да, должна быть чистая вода, пресная вода, ее просто не хватит там, где она есть, а там, где нужно, соответственно, ее обессоливать, да, нужно ставить установки по обессоливанию, да, это тоже огромные затраты энергии для того, чтобы подготовить, да, ну и так далее. То есть много-много чего там не хватит, поэтому я рекомендую, соответственно, всем вот эту книжку Гашо. Он был там не один, он был со своим коллегой, я забыл фамилию коллеги, он меня простит. Простите? Белобородько. Белобородько. Или Белобородов. Белобородов. Белобородов, да. Вот. Поэтому рекомендую всем прочитать эту книжку, она есть в открытом доступе, по-моему, она была пару лет тому назад опубликована, там очень хорошо все это дело собрано. Мы обязательно дадим ссылку под этой передачей, там не очень много страниц, не страшно. Понятно. Кстати, я должен сейчас, вот я еще раз это дело упомяну, еще раз буду извиниться, я в одной из передач неправильно назвал книжку, на которую я ссылался, Оливье Лазар, это был глава компании Shell, и у меня автоматически выскочила фамилия. Оливье Видал, да, и я эту книжку еще, значит, упомяну, может быть, даже упомяну сейчас еще сразу, кстати, в этой связи. Когда говорят о необходимости развития возобновляемых источников энергии, вы абсолютно правы, на них базисные отрасли не построить. Там, где нужен, соответственно, особенно непрерывный цикл, да, подачи электроэнергии, так сказать, или тепловой энергии, да, это означает, что сегодняшние возобновляемые источники энергии и сегодняшние возможности по хранению энергии такой возможности нам не дают. Значит, это означает, что действительно для тех стран, которым нужно выстраивать свои базисные отрасли промышленности, да, это не решение проблемы. А для тех стран, которые они уже эти отрасли создали и даже начинают эти некоторые отрасли, соответственно,
целенаправленно уничтожать, деиндустриализировать себя, ну, пример Западной Европы, когда в результате там, конкуренции между отдельными регионами внутри глобального Запада идет борьба, соответственно, за перетаскивание отдельных отраслей на свою территорию, для того, чтобы генерировать у себя экономический рост не на базе спекулятивного финансового капитала, а на базе материального производства. Да? Вот. Этим странам, в принципе, да, действительно, при развитии сферы услуг, там можно находить возможность использования возобновляемых источников энергии, на мое глубочайшее убеждение. Еще раз повторюсь, я инженер-экономист-энергетик во втором поколении. И вот все эти знания, которые я получил и в ходе своего практического опыта, значит, там, начиная с середины 70-х годов накопил, я готов утверждать, что возобновляемые источники энергии это будут нишевый продукт. Это будет нишевый продукт, который может решать свои конкретные, так сказать, целевые задачи, но он никогда не будет той базой, да, на которой должно быть построено развитие промышленности, экономики, базовых отраслей промышленности, экономики вот в этих странах глобального юга, которые за пределами того золотого миллиарда. То есть в этом отношении вот вы абсолютно правы, что на это обратили внимание. Поэтому еще один момент сейчас я вот про Видала все-таки скажу, потому что если вот девушка Оксана, которая написала этот комментарий, да, нас слушает, да, вот специально для нее. Были еще очень, с моей точки зрения, пока не многочисленные, но тем не менее убедительные для меня исследования, которые показывают, когда говорят, что возобновляемые источники энергии – это чистая энергия, это передергивание опять. Это опять-таки вот тот самый окно Авертона. Это не совсем правда, потому что они чистые только в том конкретном узком значит, этапе долгой бизнес-цепочки, когда они вырабатывают эту самую электроэнергию. Когда они эксплуатируются. Да, уже. когда они эксплуатируются, когда они вырабатывают эту электроэнергию, независимо от того, солнечная, ветровая, или когда, соответственно, электролиз производит этот водород. Но есть в длинной бизнес-цепочке два звена, которые всегда выпускаются, скажем так, апологетами развития зеленой энергетики из рассмотрения всегда от слова «совсем». Я никогда не видел и не слышал, когда мне приходилось более детально этим заниматься вот там последние, соответственно, годы, когда у нас была такая мощная дискуссия между нами и Европой, когда нас пытались подсадить на водородную теперь уже иглу. Вот. Я никогда не слышал, чтобы речь шла о том, насколько материалоемко, энергоемко, а значит сопровождается выбросами стадия производства оборудования для производства возобновляемой электроэнергии. Начиная с добычи сырья, а сырье там нужно не просто уголь, нефть, так сказать, газ, который используется как котельно-печное топливо в балансе там, электростанции, да, а здесь нужна длинная цепочка редкоземельных материалов, которые по производству гораздо более грязные, да, по выбросам, причем по широкому спектру. Дайте нам кобальт, дайте нам медь, да. Дайте тот же алюминий на провода и так далее, и так далее. Поэтому вот эта цепочка, да, эта часть цепочки для возобновляемых источников энергии, она гораздо более грязная. И вот эта вот книжка Оливье Видала, которую, опять-таки, мы ссылочку дадим, да, здесь, она показала, это был замечательный совершенно расчет, который для меня является убедительным, потому что человек не только сам посчитал, но он собрал воедино те исследования, которые были. Это примерно такое же обобщение, как вот было в книжке Гашо. Они не сами все придумали, да, они просто аккумулировали плюс ко всему то, что было вот в разумной части, да, вот этого самого профессионального сообщества. И эти ребята показали, что они взяли, там, по-моему, 14 энерготехнологий, я все время путаюсь немножко в числах, но там, скажем, точно более дюжины технологий, половина, скажем, возобновляемая энергетика, половина традиционная. И взяли основные материалы. Железо, бетон, там, медь там, и так далее, да? И посмотрели, соответственно, затраты на единицу там, установленной мощности, на единицу, так сказать, выработки с учетом числа часов использования установленной мощности и так далее. И получается, что кратно, да, выше материалоемкость, да, вот, возобновляемых источников энергии, а значит выбросов там, и так далее и тому подобное. И это только начальная часть, да, до момента производства. А есть еще часть утилизационная. Любое оборудование, оно имеет свой срок службы. Причем, сюрприз-сюрприз, у возобновляемых источников энергии срок службы он существенно короче, да, чем у традиционных. И вот дальше начинается процесс ликвидации, который на сегодня либо технологически не отработан. Отсюда все замечательные картинки, которые мы с вами видим где-то там в интернете, как, соответственно, в пустыне Дакота где-нибудь, да, закапывают, да, вот эти вот лопасти ветрогенераторов, да, или в Китае, там какие там большие проблемы с хранением аккумуляторов, да, но это все в пространство публичное у нас проникает. Либо эти технологии тоже не очень грязные. Поэтому получается, что по совокупности всей вот этой цепочки возобновляемые источники энергии не являются такими хорошими, как их показывают, да.
Но это вот технология того самого окна Авертона, о котором мы говорим. И это все нужно сделать для того, чтобы запустить новый, соответственно, цикл экономического развития на базе материального производства в промышленных развитых странах в значительной степени для экспорта технологий в страны глобального юга. Причем к этой категории не так давно относились мы, потому что когда был всплеск развития дискуссий, всплеск развития дискуссий, можно сказать, всплеск развития дискуссий о возможностях водородного сотрудничества России и Европы, мне много приходилось писать о том, что водородная стратегия Европейского Союза, которая была опубликована в июле 2020 года, из которой очень много наших специалистов, или там экспертов, или исследователей, или читателей вынесли для себя главное, что вот собираются 20 миллионов тонн, значит, зеленого водорода Европа там к какому-то году, соответственно, имеет, здесь она может произвести сама, 10 будет импортировать. А тогда строилось водородное сотрудничество, огромное количество предложений, в первую очередь от ФРГ шло, да, нам предлагали, значит, производить вот этот зеленый водород на европейском оборудовании, да, на наших атомных станциях недозагруженных, да, например, на Кольской, да, или на наших гидроэлектростанциях, да, недозагруженных где-то еще. И дальше, соответственно, полученный водород, либо смешивая его с метаном по нашей газотранспортной системе, да, поставляет, соответственно, в Европу, либо просто, значит, отдельные, значит, водородопроводы, причем у нас были дискуссии, когда еще были целые северные, значит, наши потоки, первый и второй, когда совершенно всерьез некоторые люди, не буду называть фамилии, да, я продолжаю к ним хорошо относиться, да, они говорили, надо переводить, скажем, Северный поток-2 целиком, полностью на, так сказать, экспорт водорода, а может быть даже строить экспортный поток 3, там, и может быть даже и 4, для того, чтобы залить водородом всю Европу, если они этого хотят. Ну, во-первых, это была совершенно разрушительная концепция, совершенно разрушительные действия с точки зрения убиения нашей газотранспортной системы, потому что водород, так сказать, ну, для тех, кто знает, скажу просто одно слово, охрупчивание, да, металла, да. Материаловедение никто не отменял. Это так. Но основная эта задачка, которая ставилась в этой водородной стратегии, о чем я пытался говорить, она была заключена в двух местах, в двух параграфах, которые были закопаны там очень сильно глубоко. Основная цель формулировалась, с моей точки зрения, таким образом. Нужно было создать мировой рынок оборудования, да, для производства зеленого водорода. Под эгидой, сделанной в Европе, сделанной там в Германии. То, что было сказано на основе евро. И это было сделано, потому что начала готовиться водородная стратегия тогда, когда, соответственно, пришел Трамп, он вышел из Парижского соглашения, Европа увидела для себя окошко возможностей, пыталась, соответственно, в это окошко возможностей вклиниться, да, потом пришел Байден, увидел, соответственно, эту угрозу, в первый же день своего пребывания в качестве президента он вернулся туда для того, чтобы не допустить, вот, чтобы Европа их, соответственно, опередила. Но опередила именно с точки зрения стать глобальным поставщиком оборудования для производства возобновляемых источников энергии по всему миру. Но ребятам это не удалось с самого начала, потому что Китай их опередил, у Китая меньше бюрократии, гораздо больше поддержки собственных производителей. Поэтому сейчас, например, проводятся аукционы, создан специальный там водородный банк в Европе и так далее, проводятся аукционы по формированию, да, значит, мощностей по производству зеленого водорода, там вводятся жесткие ограничения, да, что должно быть не больше 25% китайского оборудования. А вообще, ну я даже писал в одной из своих недавних работ, да, что многие официальные лица Европы говорят, что невозможно вообще исполнение, вот скажем, водородной программы или программы озеленения Европы уже без опоры на китайское оборудование, потому что Китай в данном случае, он просто эту лошадку оседлал, да, и, соответственно, пытается те намерения, которые западные страны хотят реализовать на своей территории, да, им в этом помочь, да, каким образом? Чтобы это было сделано на китайском оборудовании. Совершенно правильный подход. И вот этот, мне кажется, подход, да, когда если есть какая-то цель, которая является целью важной, значимой, мы возвращаемся к бедности, да, является целью большого количества государств, охватывает значительную часть населения, я имею в виду проблему энергетической бедности. Да? Проблема энергетической бедности – это ключевая проблема, так сказать, ну, там, для 6-7 миллиардов человек, то есть те, которые за пределами золотого этого миллиарда. И вот если мы там видим, что есть некие решения, да, которые будут общими не только для решения нашей внутренней проблемы России, да, а проблема энергетической бедности для нас, для России, она тоже существует на территориях к востоку, скажем, от Урала или там в арктической зоне, потому что там нет якорных условий для жизни населения, в первую очередь потому, что у них нет надежного устойчивого энергоснабжения в течение всего года. Если мы найдем решения, которые будут приемлемы на нашем, да, Востоке, которые потом мы можем тиражировать, да, уже на глобальном юге, в Евразии, в Африке, в Латинской Америке, это даст нам возможность решить те ключевые две экономические проблемы, которые всегда являются важнейшим фактором ответа на вопрос, будет реализуем проект или нет. Это эффект масштаба, эффект кривой обучения.
Эффект масштаба нужен для того, чтобы можно было снижать издержки, да? А кривая обучения, она нужна для того, чтобы накапливать во время производства тот самый технологический опыт, который позволяет усовершенствовать процессы, да, и технологии, эти издержки снижать. Они живут в паре, одно от другого не оторвано. Да? И вот для решения проблемы энергетической бедности, мне кажется, есть хороший институт, называется БРИКС, да, в котором мы в этом году председательствуем, и должны быть хороший набор идей, концепций и так далее, которые... Они, наверное, сейчас только начинают генерироваться, собираться воедино, и я так понимаю, что вот, может быть, какие-то соображения на сей счет мы могли бы с вами сегодня здесь обсудить. Ну, давайте вот, Россия не относится к бедным странам, но у нас есть проблема, которая не одна сотня лет. На день сегодняшний это парадокс 80 на 20, 20 на 80. 20% нашей территории – это 80% нашего населения, Да. 80% нашей территории за Уралом до Охотского моря. Это 20% населения в лучшем случае. И с учетом того, что мы видим, что экономический рост обеспечивает Юго-Восточная Азия, нам надо туда сдвигаться чисто физически. Потому что у нас сейчас получается, если мы что-то импортируем, мы поставляем в порты Дальнего Востока и везем в европейскую часть за 5-6 тысяч километров. Если мы что-то производим для Юго-Восточной Азии, мы везем в обратную сторону, мы вкладываемся в транспорт. Связано это с тем, что плотность населения чрезвычайно низка. Чрезвычайно низка она, потому что никак не решить проблему, чем же мы там можем заниматься, как же мы там можем жить. Там определенные климатические условия. Это точно не глобальный юг, это такой глобальный север. Но надо помнить, что у нас 2/3 территории – это просто вечная мерзлота. Надо помнить о том, что мы самая холодная страна на планете. И если мы сами для себя не решим вопрос той самой энергетической бедности, той самой обеспеченности энергии, как тепловой, так и электрической, мы сами себя, то есть Россия сама себя должна когда-нибудь освоить, должно это произойти. Мы стремились это делать при царях, при советской власти, мы пытаемся это делать сейчас. Выработался какой-то набор, инструментарий, как мы можем это делать. Но получится ли у нас? Мы много говорим о социальной газификации России, но невозможно газифицировать Магаданскую область, там нет магистральных трубопроводов, никогда не будет, так сложилось. Их нет на Камчатке, их нет на Чукотке. И у нас масса таких регионов, я уже не говорю про Арктику, у нас более-менее, Коми приравняли к крайнему северу, там, слава богу, проходит большое количество трубопроводов по направлению к западу, там как-то проблему можно решить. Но Арктика... Дальневосточная, так скажем, то есть по ту сторону Уральского хребта, там газификации быть не может при тех наборах, которые мы сейчас имеем. Попытки заниматься газификацией, соответственно, строительством современных электростанций, не стареньких дизельных, а чего-то современного, за счет Северного морского пути, за счет крупнотоннажного сжижения СПГ, тоже вряд ли получится. Потому что идет танкер-газовоз, везет свои 170 тысяч кубометров СПГ, где ему загружать? Должны быть объекты, куда это можно перегрузить. Но у нас таких объектов просто нет. И вот тот инструментарий, который есть, его пытаются сейчас модернизировать, северный завоз. Но это латание дыр или не знаю, можно назвать это вообще прогрессом или нет. Централизация, цифровизация, какие-то попытки, но суть-то не меняется. Для того, чтобы доставить топливо для электростанции в дальних поселках Якутии, нужен двухгодичный цикл. По Северному морскому пути доставили до Тикси. Тикси маловодно, атомный ледокол по ней не пройдет. Ждем, когда пройдет ледоход, доставляем по реке. Ждем, когда растают притоки, развозим по притокам. Дальше дорог нет, но есть поселки, которые находятся не у воды. Ждем зимы, прокладываем зимник, в минус 50-60 в условиях полярной ночи доставляем это разнесчастное дизельное топливо. Доставили. Сколько оно там стоит? Говорит, что мы вот так можем освоить все то, что есть в недрах Якутии, Чукотки, Магадана, уровень геологической исследованности. В Якутии на день сегодняшний в пределах 15%. Мы даже геологов туда не можем отправить по причине отсутствия дорог. А прокладывать каждый год зимник, по-моему, если посмотреть на закон о северном завозе, да, он хорошо расписан, там получается, что 100 миллиардов рублей мы ежегодно будем просто выбрасывать. Настанет лето, дорога растает. Настанут холода, мы начнем ее прокладывать по новой, для того, чтобы хоть как-то кого-то где-то обеспечить. Вот
Знаете, вы вот накидали сейчас много разных сюжетов, так вот мельком бросив некоторые отдельные фразы, а некоторые прописав сюжеты более детально. Я понимаю, что, наверное, по всем по ним, может быть, даже не успеем пройти, потому что я, может быть, даже не все запомнил, но по некоторым я хотел бы вот в качестве алаверды, значит, дать свои дополнительные комментарии. Значит, во-первых, в отношении бедности. Когда вы сказали, что Россия страна не бедная, Европейский Союз тоже страна не бедная, страны не бедные. Понятие энергетическая бедность, оно имеет разные измерения, и вот когда мы говорим, очень часто мы же используем одни и те же слова, но вкладываем разный смысл, да? Я бы хотел здесь уточнить, что я имею в виду. Когда я говорю, например, что значит, Европейский Союз страна не бедная, они сами это признают. Термин энергетическая бедность, там у них есть, на сайте Еврокомиссии есть раздел энергетическая бедность. Но что для них энергетическая бедность? Она носит финансовое измерение. То есть это у людей может не хватать денег на их банковских счетах для того, чтобы оплатить их счета там, за электроэнергию, за тепло и так далее, которые взлетают, когда взлетают цены, там, ну и так далее и тому подобное. Или из-за того, что у них, соответственно, теплопроводность их жилищ слишком высокая, да, и поэтому слишком большие потери этого самого тепла и так далее и тому подобное. Я имел в виду здесь, соответственно, естественно, и нашу страну, которую ни в коем случае нельзя сравнивать, например, со странами, там, которые находятся в районе экватора, да, потому что там, если нужна исключительно только электроэнергия, да, и там тепло на отопление не нужно, да, что нужно, соответственно, у нас, то понятно, что у нас будут какие-то совпадающие механизмы, инструменты решения проблемы энергетической бедности, а какие-то, соответственно, будут расходящиеся. Но я продолжаю считать, что в нашей стране, к востоку от Урала в арктической зоне, да, мы имеем право говорить об той энергетической бедности, о которой мы говорим, возможно, с более жесткой, возможно, фразеологией, говоря уже там, что она энергетическая нищета, просто там в Латинской Америке, в Африке, там где-то в Евразии, да, это отсутствие физического доступа, круглогодичного, да, регулярного, внесезонного, да, к, ну уж я не буду говорить там по доступным ценам. И, конечно, понятно, что сразу перебрасываясь к последнему, когда вы говорите о северном завозе, если мы будем пытаться найти решение этой проблемы в рамках северного завоза, этого решения там нет от слова совсем. Потому что я понимаю, что мы сегодня пытаемся усовершенствовать северный завоз по одной простой причине. Не видно пока на уровне государственных органов, да, или, возможно, недостаточно проработан на уровне государственных органов альтернативные решения доставки грузов, причем широкого спектра грузов, не только значит, топливо и энергии. Хотя топливо и энергия в северном завозе, насколько я понимаю, занимает абсолютно доминирующую часть, там процентов 85, по-моему, северного завоза, да, 80, это нефтепродукты, но главное это уголь, да, уголь и нефтепродукты, да. И при этом понятно, что любой северный завоз, ну, мы писали об этом вот с моим коллегой Владимиром Владимировичем, да, Ворошиловым у нас несколько статей на эту тему, и в частности вот в одной в журнале «Эко» мы там как раз посвятили отдельную, так сказать, главку северному завозу, где просто, соответственно, вот проследили этот как раз двухлетний цикл, который сами якуты посчитали, что у них 2 года на это дело уходит, да, и посмотрели там, какой уровень потерь, да, уровень потерь, например, угля при многочисленных перегрузках, естественно, да, он доходит там до 17-20%. Вот недавно была конференция, соответственно, под Иркутском, Байкальске, то есть люди на основе полевых, соответственно, испытаний, вот они пришли к пониманию такому. При этом я исхожу, соответственно, из того, что, естественно, если посмотреть по интернету картинки, да, сколько техники там остается навсегда, потому что вот этот северный завоз, да, это убиение техники, сокращение ее срока службы, просто там, соответственно, вот, ну, я не буду сравнивать с военными действиями, да, но близко к этому, да. Какие потери, соответственно, которые уходят в снег, в воду и потом мировой океан, солярки, топливо, которые вот при всех этих авариях и так далее ходят. То есть комплекс негативных последствий северного завоза – это не только и не столько те деньги, которые каждый год мы туда вбухиваем и повторяем на будущий год, да? Но это еще комплекс и других негативных последствий, включая, пусть меня простят за это, я не могу этого доказать, я не могу с этим выйти в суд, да? Я не могу, так сказать, это доказать аргументированно, но я абсолютно убежден, что там огромная коррупционная составляющая. Огромная. Вот здесь она должна быть по определению. То есть любое отсутствие эффективности, да, оно приводит к тому, что эта эффективность не только энергетическая, но это и низкая эффективность финансовая. И поэтому получается парадоксальная вещь, но вот это вот один из элементов моей заочной долгой полемики с Министерством финансов, которая, значит, нацелена на максимизацию сбора налогов, да, для того, чтобы все это дело как можно больше загнать в бюджет здесь сейчас, даже иногда убивая там вообще инвестиционные проекты, которые могут генерировать не только сиюминутные бюджетные поступления, но и косвенные мультипликативные эффекты для экономики и так далее и подобное. А дальше, насколько эффективно эти бюджетные значит, средства тратятся.
Единственную цифру я помню, которая на самом высоком уровне прозвучала в свое время, это когда у нас был предыдущий президент, да, вот между Владимиром Владимировичем и Владимиром Владимировичем был, соответственно, Дмитрий Анатольевич, да. Вот. И помните, в 2009 году, тогда еще, как сейчас помню, нынешний министр юстиции Чущенко был главой, по-моему, контрольного управления президента, был, значит, большой доклад, так сказать, как раз по борьбе с коррупцией, по эффективности, и было сказано, де-факто прямым текстом, это было там опубликовано, что то, что называется коррупционный налог, да, все вот эти потери финансовые, да, составляет примерно 20%. Если на высоком уровне говорить, что он 20%, значит, в реальности он должен быть еще больше. То есть я понимаю, что северный завоз, он со всех точек зрения плох, но он лучший из того, что есть, потому что нет ничего лучше. И вот в этом отношении, конечно, я понимаю, что пытаться найти решение в условиях, когда у нас никогда не будет, значит, на этих территориях стационарной, всесезонной, всепогодной инфраструктуры, да, в рамках традиционных решений нельзя. Андрей Александрович, я думаю, что эту тему мы обязательно продолжим. Она большая, она, на мой взгляд, крайне необходимая. И очень хорошо, что мы собрались с силами заговорить о ней вслух. Мне кажется, что пока это все на уровне академического интереса, записок каким-то ведомствам внутри нашего правительства, это один подход, когда об этом заговорят, когда, может быть, у нас появятся какие-то заинтересованные собеседники, которые предложат свои какие-то идеи. Это будет другой уровень. Ну, другой проект, который будет дополнять, естественно, первый, не отменяя его, да, но этот очень важный. Спасибо большое вам за то, что вы вот эту тему выносите в общественное обсуждение, в публичное пространство. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Спасибо, до свидания. Надеюсь, до скорого.